Друзья мои, открылись все бутоны второй волны цветения. Я ее обожаю. Посмотрите, какая красота получилась. Этот еще не совсем открылся, но у меня уже терпения не хватает. Я знаю, что петалии подрастут, и он будет уже такой более оформленный. Но пока вот так. Девчонки, ну вот любуюсь, осталось здесь 4 цветочка. И здесь 2. Ну, это уже до следующего сезона. Все. Я так понимаю, что летом я пролетаю с цветением. Хотя, кто его знает. Но с цветением именно вот этой красотки. Каменной розочки. Я просто ее обожаю. Я не знаю, но она такая индивидуальная, интересная, непредсказуемая. Конечно, я хотела еще одну прикупить. Но как-то вот я не решаюсь. Если мне попадется какой-то, знаете, экземпляр такой, чтобы было больше белого, ну не то, что больше белого, а вот чтобы, знаете, вот что-то было в ней такое более интересное. Ну, кстати, я сейчас каменных роз вообще, девчонки, не вижу. Посмотрите, какое пятнышко беленькое. Так, а ну давайте попробуем вспышку выключить. Не, ерунда получается. У нас сегодня пасмурно, поэтому как-то так. И в квартире пасмурно, и вообще пасмурное настроение. Но у меня настроение не пасмурное, потому что я обожаю рассматривать орхидеи, ухаживать за ними, наблюдать. Девочки, ну это прелесть. Посмотрите на эту прелесть. Так, давайте пробежимся, посмотрим, что у нее в горшке. То вершки-то мы рассматриваем, а корешки, ну вот цветовая, листовая пластина. У меня пока еще скромная, девчонки. Буквально 5 листиков. Она у меня пробрызганная, не обращайте внимания на такое неэстетичное ее, неэстетичный вид. Сейчас, девочки, вот это вытянуть одной рукой непросто. У нас там фитилек. Посмотрите, как они любят делать фитильки. И посмотрите, девочки, мох в дырке попрорастал живой. Корни растут в активном росте. Манка присутствует. Не люблю я эту манку. Ну, что с ней поделаешь. Хочется же делать влажненько орхидейки. И вот такое получается. Девочки, ну прикольно, что я только увидела, что мох пророс. В общем, она там стерпает водичку. Там чуть-чуть буквально. Я когда поливала сверху, там чуть-чуть вот на пальчик водички. Ну, знаете как, пускай девочка пьет, мне не жалко. Она, когда пьет водичку, ей, как бы, знаете, она себя бодрее чувствует. Главное не пересушить во время цветения. Дело в том, что вот эти корни, которые прорастают уже именно во влагу, они, конечно, уже адаптированы к влажному содержанию. Но иногда надо, чтобы просыхало. У меня получается верх, конечно же, как у всех, быстрее просыхает. Он, мох уже там, кстати, внутри все хорошо, а вот мох уже сухой на поверхности. Но сейчас не брызгаю, девчонки, потому что прохладно. Прохладно в квартире. Я воздерживаюсь. Вот то, что там она себе добывает, то и хорошо. Водички ей хватит. Ну, вообще, лапочка, лапочка. Шоколадочка. Я ее шоколадочка называю. Ну вот, ну как можно такую красоту не любить? Я не знаю. Обращаюсь ко всем любителям орхидей. Она прелесть. Сначала вот такой цветочек раскрывается неказистый. Я, знаете, пока с этим не столкнулась, думала, что у меня вот так оно все и останется в таком виде. Но нет. Со временем она приобретает очень симпатичный вид. Девочки, ну тут видите ответвление. Это новый цветонос. Пошел каскад сам по себе. Боялась, что перегнется. Но ничего, она держит. Она держит. Смотрите, сколько здесь было цветочков. 1, 2, 3, 4. Вот 4 отцвело. И еще 5 бутончиков подросло и раскрылось. Ну вот таким образом она свое цветение продолжает. И не знаю, как долго она еще будет так наращивать. Посмотрим, мне даже интересно. Хотелось бы, чтобы она почечки здесь поразбуживала, живые.
было бы, если ответвление вообще. Это я уже захотела. Ну, можно пробрызгивать из пульверизатора, и может случиться так, что почки оживут. Такое тоже бывает. В общем, девочки, я любуюсь этой красоткой. У кого там такие красотки есть в коллекции, пишите. Пишите, как у вас дела обстоят, сколько дорастили в этом сезоне. Вот видите, сколько мы дорастили. Мы дорастили 5 и 2. Мы дорастили 7 бутонов. Продолжаем радовать. Так, а что здесь? Ну, кончик молчит. Я уже захотела много. Ну, девочки, каскадов пышных, конечно, я думаю, пока от нее ожидать не стоит. Она не каскадница. Ну, думаю, чем старше она будет становиться, тем оно будет цветение более обильным с самого начала. Красотка. У меня, кстати, многие орхидеи сейчас по второму кругу цветут, в том плане, что доращивают цветоносы. Думаю, что у вас то же самое происходит в ваших коллекциях. Значит, девочки, вот такая вот моя интересная каменная роза. Я с нетерпением всегда жду ее цветения. Вот чем-то она цепляет. Своей необычностью такой. Красотка, красотка. Девочки, стоит на окне в кухне без всякой подсветки. Цветет. Наверное, кто еще подсвечивает, там, наверное, результат получше. Ну, у меня пока не то, что нет возможности. Я просто еще не думала над этим вопросом. Я люблю любоваться орхидеями, чтобы они были у меня на виду. И как бы на окне не делаю подсветку, у меня южная сторона. Ну вот, что выросло, то выросло. Но все равно красиво. Ай, красота. Думала, что здесь тоже будет в последнем бутоне больше белого. Но нет. Этот красивенький такой раскрылся с пятнышком. А здесь больше темного. Но тоже красавчик. Вот здесь красиво очень. Красопет. Все, друзья мои. Обнимаю вас всех крепко. Желаю вам получать удовольствие от цветения ваших орхидей. И не обязательно, чтобы это было какое-то супер пышное цветение. Это может быть небольшое количество цветочков, но тоже это количество принесет вам куча удовольствия эстетического, куча радости. Почему? Потому что это вы с вашей помощью, с вашим уходом, с вашими умениями вы приложили силы, и у вас получилось зацвести орхидею. Все, друзья мои. До встречи на канале. Пишите о своих красотках, с удовольствием читаю ваши истории. И надеюсь, вам тоже интересно почитать истории зрителей, у кого что происходит в их коллекциях. Все, друзья мои, мы еще небольшие, видите? Кустик у нас еще двухлетний, молоденький. Аня, конечно, посадила в большой горшок. Но ничего, нормально. Она осваивает корешками. Видели вы сами, что корни растут. Все у нее будет замечательно. И уверена, что у вас с вашими каменными розами тоже все будет замечательно. Не так уж она и капризна. Все она приспосабливается и учитывает. Цветет и растет. Пока-пока, друзья мои. Прям не хочется выключать камеру. Вот это вот, смотрите. Ну просто, знаете, какой-то маникюр. Ноготочек беленький такой. Интересный такой вот пятнышко у нее здесь получилось. Очень интересная орхидея. Пока, друзья мои. Всех обнимаю.